Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такие миниатюрные серьги-гвоздики. Я уже в своем инстаграм-аккаунте проводила опрос, спрашивала у своих подписчиков, что им напоминают эти серьги. И многие написали, что они им напоминают печеньки. И некоторые написали, что они им напоминают морские звезды. Мне они тоже напоминают морские звезды, наверное, потому что я очень давно не была на море. А что напоминают эти серьги вам? Напишите мне в комментарии и посмотрим, кого у нас здесь больше, печенек или морских звезд. Либо, может быть, вам эти мотивы напоминают что-то другое. В общем, жду ваши ответы в комментариях под видео. Ну а сейчас давайте уже приступать к мастер-классу. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Там же в описании видео есть ссылка на подробные уроки по основам фриволите. Если вы только начинаете заниматься фриволите, то я советую сначала посмотреть вам уроки по основам, а затем смело переходите к этому мастер-классу. Мотив у нас будет маленький, поэтому оставляем небольшой хвостик. У меня здесь около 35 сантиметров. Выполняем первое кольцо из 25 узелков. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем дугу из 15 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Теперь выполняем кольцо, точно такое же, как и первое, затем дугу, еще раз кольцо, еще раз дугу и еще раз кольцо, еще раз дугу. То есть всего у нас с вами должно быть 4 кольца и 4 дуги. Вот такие 4 колечка и 4 дуги у меня получились. Теперь, перед тем, как мы перейдем к выполнению последнего кольца и последней дуги, нам нужно сложить эти колечки. Заворачиваем первое кольцо ко второму и проходим вторым кольцом снизу вверх через первое. Теперь заворачиваем второе к третьему и третьим проходим снизу вверх через второе. То же самое выполняем с последним колечком. Вот что получается. Пока выглядит достаточно бесформенно, но с этой стороны уже вырисовывается рисунок. Теперь мы будем выполнять последнее кольцо. Набираем 25 узелков. Следующим шагом нужно отрезать нить, которая идет к клубку. Здесь я оставлю сантиметров, так, чтобы на всякий случай с запасом, я думаю, сантиметров 40. Так, нить я отрезала. Теперь иголкой прохожу через все узелки. Кольцо я закрывать не буду. Вот здесь петелька остается.
Теперь иглой вместе вот с этой ниточкой, которая у нас раньше шла к клубку, мы проходим через кольцо снизу вверх. Цепочка будет пытаться распускаться, поэтому периодически просто подтягивайте немножко узелки. Вот мы прошли через кольцо. Теперь нам эту цепочку нужно завести через дугу. Вот эту первую. То есть нам нужно выполнить такой вот захват, как здесь. Проходим вот сюда. И вот теперь мы закрываем кольцо. Проходим иглой через петельку, которую мы оставляли. Затягиваем колечко. И выполняем узелок. Теперь набираем 15 узелков. Теперь проходим иголкой через узелки. В этом случае нам оставлять петельку не нужно у основания, потому что это у нас дуга, а не кольцо. И теперь иглой вместе вот с этой ниточкой проходим через вот это кольцо. Затягиваем дугу, и теперь нам нужно ее присоединить к первому кольцу. Вот здесь оно у нас спрятано. Причем что присоединить надо через вот это кольцо. Подтягиваем так, чтобы нам было удобно это место. И вот там проходим иглой. Видите, уже рисунок есть.
Единственное, что он немножечко пока выглядит кривым, потому что мы с вами еще должны распрямить нашу работу. А пока затягиваем дугу и выполняем узелок. Теперь работу можно распрямить. Начинаем распрямлять, и узелок у меня поехал. Поэтому я его затяну еще раз. Отрежу и опалю кончики. В этой работе я кончики не буду прятать в рядом расположенные узелки, потому что я не планирую, чтобы это цветочек, или как мы его назовем, чтобы он там был с каким-то натяжением. Я его буду пришивать, поэтому я думаю, что ничего нигде не должно распускаться. Но если вы хотите, вы, конечно же, кончики можете заправить в рядом расположенные узелки. Теперь это все расправляем так, чтобы у нас был красивый рисунок. Чтобы сделать симметричный мотив, его нужно складывать немножко по-другому. Вот у меня уже выполнены 4 колечка. И в прошлый раз мы с вами держали кольца вот в таком положении и заворачивали одно кольцо на другое. Вот так. В этот раз расположите кольца вот таким образом, чтобы дуги были сверху. И повторяем то же самое. Заворачиваем первое колечко. И второе проводим через него снизу вверх. Таким образом, вот эти вот повороты, они идут у нас в другую сторону. Набираем 25 узелков. Проходим иглой через узелки. Оставляем петельку. Ниточку, которая идет к клубку, отрезаем.
И в принципе здесь мы выполняем все то же самое, что и в предыдущий раз. Нам точно так же нужно выполнить кольцо и зацепить его за дугу, которая была у нас в самом начале. Выполняем 15 узелков. Проходим иглой через узелки. Теперь эту дугу выводим через колечко. И точно так же, как и в симметричном цветочке или морской звездочке, все еще никак не могу определиться, что они мне больше напоминают, присоединяемся вот к первому колечку, вот сюда, через вот это кольцо. Вот такие интересные мотивы у нас получились. С этой стороны они мне напоминают морские звезды. В принципе, мне нравится, как мотив выглядит и с этой стороны. С этой стороны он больше похож на какой-то цветочек. Но в этот раз я решила остановиться на вот этой стороне. То есть это у меня будет лицевая сторона. Если вы хотите, вы, конечно, уже можете на этом остановиться и добавить швензу, зацепив ее, например, за вот эту дугу, либо за колечко, которое у нас спрятано на той стороне. Я же решила сделать гвоздики. Буду использовать вот такую швензу. И чтобы ее прикрепить, мне понадобится кусочек эко-кожи и кусочек фетра. Я уже выполнила вот такой круг. То есть я проколола эко-кожу, обвела. И затем сделала больший круг, добавив немножечко по сторонам. Таких элементов мне понадобится 2 на каждую сережку. Аккуратно вырезаю по вот этой вот внешней окружности. Теперь беру кусочек фетра, обвожу этот кружок и вырезаю детальку из фетра. Вот такие детали у меня получились. Теперь я возьму немножко клея и капну на вот эту эко-кожу, которая будет с внутренней стороны, которая к уху. Капну немножко сюда, чтобы зафиксировать швензу на месте. Это нужно просто для того, чтобы мне было легче сшивать эти две детали. И немножко капну сюда, чтобы приклеить фетр. Таким образом они будут зафиксированы, и мне будет удобно их сшивать вместе. Знаете, пока я приклеивала фетр, я поняла, что эко-кожа, наверное, будет здесь лучше. Почему я выбрала фетр? Он посветлее, и мне хотелось, чтобы вот эти вот дырочки, которые здесь видны, чтобы они были светлые. Ну, в принципе, на эко-коже оно смотрится тоже неплохо. А вот эта вот толщина вот здесь из-за фетра мне не очень нравится. Поэтому я сейчас попробую фетр оторвать и приклеить сюда вместо него кусочек
эко-кожи. Я решила остановиться на эко-коже и для этой стороны. Мне нравится, что два слоя кожи тоньше, чем при использовании фетра. Поэтому вот такой у меня теперь вариант швензы. Сейчас я два вот этих слоя сошью вместе. Делаю прокол из середины, отступив буквально пару миллиметров. Оставлю небольшой хвостик, его я заправлю чуть позже. Делаю следующий прокол, отступив чуть-чуть вправо. И перед тем, как затянуть этот стежок, прохожу через получившуюся петельку. Вот этот стежок мы подправим, когда дойдем сюда в конце. А сейчас делаю снова прокол чуть-чуть правее. Снова прохожу через петельку. И таким образом иду по кругу. Я дошла до конца. Теперь делаю прокол в то место, где я в самом начале выводила нить. Делаю последний стежок. И пройду через вернее, ниточкой, которая была здесь в самом начале. И подтяну ее наверх. Ну что, приступаем к пришиванию части фриволите. Я буду захватывать крайние узелки, наверное, вот в этих местах, где стыкуются кольца. Затем буду проходить под стежками, которые я выполнила вот здесь по краю. И таким образом пришью эти две части вместе. Все такое очень мелкое, и я даже не уверена, будет ли вам удобно это видеть на видео, но я постараюсь. Сейчас просто по этим стежкам, которые у меня возле швензы, я пройду до следующего места, где два колечка пересекаются.
Таким образом иду по кругу. Я уже прошла полностью по всему кругу, и теперь я эту ниточку буду прятать. Сначала пройду внутри через вот эти узелки, например, вот сюда, выполню небольшой узелок и спрячу нитку в узелках фриволите. Теперь аккуратно отрежу ниточку. Таким же образом я спрячу и вот этот второй кончик. Вот и все. Мои серьги-гвоздики готовы. Очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!